Привет, девчонки, с вами Лена Бик. Сегодня я буду подстригать свои волосы, так как у меня уже слишком много секущихся кончиков. Да, очень пора. Длинные волосы рекомендую стричь один раз в 2-3 месяца на сантиметр-полтора. Но мне кажется, что у меня тут сантиметром полтора не обойдется. Тут примерно... Запустили, да? Да, я все никак не могла найти время идти на стрижку, так что не запускайте этот процесс. Да. Я хочу сказать, что я вышла из душа, я даже не расчесывалась. Вот как выглядят мои волосы после мытья. И сейчас... Ай-яй-яй, она сразу застряла. Вот так вот все запущено. Вы же знаете, что из-за секущихся концов мы не можем легко гладко расчесать волосы, а когда волосы здоровые, то расческа гладко скользит по волосам. Правильно? Да. Так что давайте исправлять. Сегодня я доверилась ведущему специалисту по стрижкам и окрашиванию, мастеру Татьяне. Сейчас покажем вам, как происходит этот процесс в салоне Бабаевске, город Екатеринбург. Для начала Таня расчесала мне волосы, и мы с ней обсудили состояние моих волос, а точнее, сколько сантиметров нужно срезать, чтобы волосы отрастали здоровыми. Мы помыли голову не потому, что она грязная, а потому, что нужно стричь на мокрые волосы. Она нанесла специальный спрей для легкого расчесывания, который, кстати, я вам советую. Это просто магическое средство. Затем, конечно же, деление на проборы. Я поставлю быструю перемотку, чтобы вам не было скучно наблюдать за этим, а пока расскажу свою историю про мои волосы. Вот таким было мое состояние волос, когда я пришла к Тане. Да, конечно, это следовало делать раньше, но я хотела сохранить длину волос перед свадьбой. Хотела подстричь их после свадьбы, но, как у нас это бывает в жизни, сразу же не получалось. Были какие-то планы, клиенты, дела, все время откладывалось, и так получилось, что только сейчас мы договорились и сделали мне стрижку. Существует ошибочное мнение, когда девушки думают, что смогут отрастить длинные волосы, не подстригая их. Но это заблуждение, потому что кончики все равно портятся, а когда они секутся, то рост замедляется, а сечение идет все выше и выше, и большая длина подвергается расслоению. Поэтому, если вы хотите отрастить действительно длинные и здоровые, что немаловажно, волосы, тогда вам нужно периодически подстригать кончики, обновлять их. Потому что если даже у вас будут длинные волосы, но секущиеся, никакого хорошего вида от этого не будет. Они будут выглядеть как солома. А если вы их подстрижете, то с учетом того, что сечение шло все выше, вам придется отрезать, грубо говоря, сантиметров 5 минимум. Если бы вы обновляли кончики примерно по полсантиметра или даже сантиметр, то у вас волосы были бы здоровые и росли быстрее, то есть меньший ущерб и больше длина. Я надеюсь, что вы поняли, что я хотела до вас донести. Как я обычно понимаю, что мне пора идти на стрижку? Например, если у меня после душа волосы немного подсохли, я провожу руками по ним и пальцы путаются, это знак, что что-то уже не в порядке. Я осматриваю кончики и вижу, например, что они секутся. Это точно знак, что уже пора идти и обновлять их. Возможно, вам говорили ваши бабушки, мамы, суеверные люди знают об этом, что в волосах содержится негативная энергия. И поэтому, когда случается что-то плохое, может болеть голова или неприятно, кому-то даже чувствуется тяжесть в волосах, как будто бы они стали грязными, тяжелыми и тянут вниз. Тогда советуют, что нужно сходить к парикмахеру, отрезать некоторую длину
и плохая энергетика уйдет вместе с этими волосами, и вам станет легче. Действительно, некоторые мои подруги практиковали это, и да, им становится легче, как будто бы просто камень с плеч сошел. А что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях, согласны вы или нет. Или, может быть, у вас даже был такой опыт? Поделитесь, мне очень-очень интересно. Если хочешь поменять жизнь, поменяй стрижку. Вы, наверное, слышали это миллион раз. И правда, действительно, даже у некоторых певиц менялась карьера. Вот, например, у Полины Гагариной раньше она была темненькая и с длинными волосами, а когда она подстриглась под каре и покрасила волосы в блондинку, ее жизнь кардинально поменялась, и ей так в 1000 раз лучше. Так что найдите своего стилиста и рискуйте, ведь тот, кто не рискует, не пьет шампанское. Тем временем Татьяна делает мне укладку на брашинг. Вы знаете, что это один из наиболее щадящих режимов укладки для волос. Сейчас объясню более подробно почему. Дело в том, что в профессиональном фене температура может достигать примерно 130-160 градусов Цельсия, а в горячих инструментах, таких как плойка и утюг, вы сами знаете, температура примерно 180-200 градусов, что значительно больше и доставляет больший ущерб для волос. Поэтому предпочтительно использовать фен, особенно если вы часто это делаете. Например, я себе вытягиваю волосы на фен с брашингом, а раньше всегда использовала выпрямитель, но у меня так сильно секлись волосы, и я разобралась в причине. С тех самых пор я использую фен. Могу вытянуть на утюжок, но это очень редкие случаи, когда, например, я очень сильно тороплюсь. А еще в тех случаях, если мне нужен идеально гладкий, прямой волос. Тогда да, я могу использовать утюжок, но это все равно не так часто. Это очень редкие случаи. Посмотрите, какая у меня получилась укладка, я прям не нарадуюсь. Такая легкость, свежесть, и я обожаю это ощущение, когда я трогаю свои кончики, и они идеально гладкие, ровные, и пальцы не путаются. Это просто самое лучшее, что может быть с волосами, когда они скользят просто гладко и идеально, как по маслу. Вот мы и закончили стрижку, сами оцените результат. Посмотрите, какие снова блестящие, здоровые волосы, которые не путаются при расчесывании. Даже те, кто отращивает волосы, стрижка длинных волос раз в 2-3 месяца, это очень даже хорошо, потому что за 2-3 месяца у нас вырастает 2-3 сантиметра. Если мы сантиметр уберем, наоборот, концы будут более плотные, красивые, и волосы быстрее вырастут. Наконец-то я могу расчесывать свои волосы вот так вот просто легко руками, и они не застревают. Обожаю это ощущение. Смотрите, какой ровный срез. Я кайфую. Спасибо, Танюша.